Друзья, всем большой привет! В этом видео я хочу предложить вам связать вот такой милый, нежный, очаровательный узор спицами, которым связана эта футболка. Таким узором можно связать изделие все полностью, а можно оформить только низ изделия, как на этой майке. В таком случае верх изделия вяжется просто лицевой гладью. И для начинающих любителей вязания легче будет вывязать проймы и углубления горловины. Этот узор настолько прост, что с ним справятся все. Перед вами схема узора. На схеме указаны только нечетные лицевые ряды. Они вяжутся справа налево по узору, то есть по условным обозначениям схемы. Изнаночные ряды на этой схеме не указаны. Они вяжутся слева направо по рисунку, то есть как смотрят петли. Видим изнаночную, вяжем изнаночную, видим лицевую, вяжем лицевую. Накиды в изнаночных рядах провязываем изнаночной петлей. Раппорт узора вверх по вязанию состоит из 16 рядов. Провязав последний 15 лицевой ряд справа налево, мы возвращаемся по изнаночной стороне. Это будет 16 изнаночный ряд. И начинаем далее выполнять узор вверх по вязанию с 1 по 16 ряд. Раппорт узора есть и в ряду. Раппорт этого узора 10 петель, которые постоянно повторяются. Но на схеме указаны еще и петли симметрии. 4 петли симметрии в начале ряда и 9 петель симметрии в конце ряда. Они нужны для того, чтобы узор гармонично смотрелся, то есть был симметричным, одинаковым в начале и в своем конце. Для того, чтобы набрать нужное количество петель для поворотного вязания, необходимо, чтобы ваше число петель делилось на 10, то есть на число петель раппорта. Плюс вы добавляете 4 петли симметрии, которые вяжутся в начале ряда, и плюс вы добавляете еще 9 петель симметрии, которые вяжутся в конце ряда. И добавляете 2 кромочные петли. Этот узор можно вязать, конечно, и по кругу. В таком случае вы набираете число петель, которое делится на 10, кратное 10. А петли симметрии не набираете. Кромочные петли также не набираете. При вязании по кругу все нечетные ряды вяжутся по узору, то есть по условным обозначениям схемы. Справа налево. Четные ряды также при вязании по кругу вяжутся справа налево, но по рисунку. И при этом накиды провязываются лицевой петлей. Какие условные обозначения мы видим на этой схеме? Кружочки – это накиды. 2 петли вместе с наклоном вправо – это вот такая палочка с наклоном вправо. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево – это палочка с наклоном влево. Точечками я обозначила лицевые петли. И все, больше других обозначений здесь нет. Схема очень-очень простая. Итак, давайте свяжем вместе образец узора по этой схеме. Вяжу из полухлопка, где 20% акрила и 80% хлопка, спицами 3,5. Метраж 250 метров на 100 грамм. На спице я набрала 35 петель самым обычным классическим способом набора. Это 2 раппорта по 10 петель, 20 петель, плюс 9 петель,
29 петель, плюс 4 петли, это 33 петли и 2 петли кромочные, 35 петель. И провязала один базовый ряд всеми изнаночными петлями. Первую кромочную петлю я снимаю, последнюю провязываю изнаночной бабушкиной петлей. Этим я подготовила петли к их правильному положению, так как я вяжу бабушкиным способом вязания, и перешла на лицевую сторону, где у меня красивая косичка наборного ряда с лицевой стороны. Первый лицевой ряд. Вяжем его справа налево. Кромочную петлю снимаем. И далее все петли у нас вяжутся лицевыми петлями до конца ряда. Последнюю кромочную мы провязываем изнаночной бабушкиной петлей. Провязываем все петли лицевыми до конца ряда. Последняя петля будет кромочная, изнаночная бабушкина петля. Довязываем первый лицевой ряд до конца и разворачиваем работу на изнаночную сторону. Второй изнаночный ряд. Второй изнаночный ряд вяжем по рисунку, то есть как смотрят петли. У нас здесь все петли смотрятся как изнаночные. Полностью весь ряд провязываем изнаночными петлями. Кромочную петлю снимаем и дальше вяжем все петли изнаночными до конца второго ряда. Довязали второй изнаночный ряд до конца. Разворачиваем работу на лицевую сторону. Третий ряд лицевой. Кромочную петлю снимаем. Далее идут 4 лицевые петли симметрии. Провязываем 4 лицевые петли симметрии. Отделим их маркером. Далее провязываем раппорт узора из 10 петель. 1 лицевая петля, 2 петли вместе с наклоном вправо. Я буду разворачивать эти 2 петли, так как я вяжу бабушкиным способом вязания. Если вы вяжете классическими петлями, что очень удобно при вязании по кругу, вы сразу эти 2 петли провязываете 2 петли вместе одной лицевой за передние стенки. Для этого захватываете эти 2 петли слева направо за передние стенки и вот так провязываете. Я же буду их разворачивать. Для этого переснимаю их на правую спицу, заводя правую спицу сзади работы, слева направо, за заднюю стенку петли. Завожу правую спицу сзади работы, слева направо, за заднюю стенку петли и переснимаю ее на правую спицу. Теперь возвращаю эти 2 переснятые петли обратно на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь провязываю 2 петли вместе одной лицевой за передние стенки, вводя правую спицу слева направо за передние стенки этих петель. И получается у нас вот такая петелька красивая с наклоном вправо. Далее накид. Делаем накид. Далее здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых петель.
провязываем 7 лицевых петель. Раппорт узора провязали. Отделяем раппорты узора между собой маркерами. Вешаем маркер. Провязываем следующий раппорт из 10 петель. 1 лицевая петля, 2 петли вместе с наклоном вправо. Разворачиваем эти 2 петли, переснимая их на правую спицу, заводя правую спицу сзади работы слева направо за заднюю стенку петли. Заводим правую спицу сзади работы слева направо за заднюю стенку петли и переснимаем на правую спицу. Затем возвращаем эти 2 петли на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь провязываем эти 2 петли вместе 1 лицевой петлей за передние стенки. Далее у нас идут 7 лицевых петель. Провязываем 7 лицевых петель. Провязали. Провязали второй раппорт. Вешаем маркер. После каждого раппорта будем вешать маркеры для того, чтобы их отделить друг от друга и не запутаться, когда мы будем вязать узор. Далее повторяете опять раппорт. Вяжете лицевая петля, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид 7 лицевых петель. Вешаете маркер и опять повторяете раппорт. 1 лицевая, 2 петли вместе вправо, накид 7 лицевых. Вешаете маркер. И так повторяете раппорт, развешивая маркеры между раппортами до 9 последних петель. То есть, провязав последний ваш раппорт из 10 петель, вы вешаете маркер, и далее мы провязываем 9 петель симметрии, которые вяжутся только один раз в конце ряда. 4 петли симметрии также мы провязали только один раз в начале ряда. Итак, провязываем 9 петель симметрии только один раз в конце ряда. Лицевая петля, лицевая петля. Далее 2 петли вместе с наклоном вправо. Разворачиваем 2 петли. Для этого переснимаем их на правую спицу за задние стенки и возвращаем эти 2 петли на левую спицу. И теперь провязываем 2 петли вместе 1 лицевой за передние стенки, вводя правую спицу слева направо за передние стенки с наклоном вправо. Далее накид. Делаем накид и вяжем 6 лицевых петель. 6 лицевых петель. 3, 4, 5, 6. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Разворачиваем работу на изнаночную сторону. Вяжем 4-й изнаночный ряд по рисунку, как смотрят петли. То есть вяжем ту петлю, какую видим. Кромочную петлю снимаем. Далее у нас здесь были 6 лицевых петель. Вот они. В изнаночном ряду они выглядят как 6 изнаночных. Вяжем так, как они выглядят, то есть по рисунку. Провязываем 6 изнаночных петель. Пять, 6. Далее у нас был накид. Накид провязываем
изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее у нас петля выглядит как изнаночная. Это у нас были 2 петли вместе в лицевом ряду. Провязываем изнаночную. Вяжем ту петлю, какую видим. Далее у нас идет опять изнаночная. Это была лицевая. Вяжем ту петлю, какую видим. Видим изнаночную. Вяжем изнаночную. Маркер, отделяющий петли симметрии, переснимаем. И далее у нас в лицевом ряду были 7 лицевых петель. А здесь у нас они выглядят как 7 изнаночных петель. Вяжем так, как они выглядят, то есть по рисунку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. У меня он здесь спустился. Я могу вот так его надеть. Обратно. Накид провязываем изнаночной петлей. Далее у нас были 2 петли вместе в лицевом ряду. Здесь эта петля выглядит как изнаночная. Провязываем изнаночную. Следующая петля также здесь смотрится как изнаночная. Вяжем ту петлю, какую видим, изнаночную. Маркер переснимаем. Далее опять же у нас следующий раппорт. Вяжем 7 изнаночных петель. На схему можно даже не смотреть. Вяжем ту петлю, какую видим. 3, 4. На схему можно смотреть, вот как я пропустила накид, допустим. Так, для страховки, чтобы ничего не пропустить. Вот накид. Провязываем накид. Он у меня спустился тогда после лицевого ряда. Накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее вот эти петли 2 выглядят как изнаночные. Как они выглядят, так мы их и провязываем изнаночными петлями. И далее у вас переснимаем маркер. В изделии будут опять эти раппорты. Провязываем их, так и провязываем, пока не провяжем все раппорты по 10 петель. Переснимаем маркер после последнего раппорта и вяжем петли симметрии, которые у нас были в начале лицевого ряда. Здесь они смотрятся как 4 изнаночные петли. Провязываем так, как они смотрятся, изнаночными петлями. 4 изнаночные петли, кромочная петля, изнаночная бабушкина. Разворачиваем работу на лицевую сторону. 5 лицевой ряд. Вяжем его по схеме, по условным обозначениям, справа налево. Кромочную петлю снимаем. 4 лицевые петли симметрии. Вот они у меня отделены маркером. Провязываем 4 лицевые петли симметрии. Маркер переснимаем. И далее вяжем 2 петли вместе с наклоном вправо. При бабушкином способе вязания эти петли при наклоне вправо, чтобы провязать их с наклоном вправо, одной лицевой. Вместе сначала нужно их развернуть. При классическом способе вязания вы ничего не разворачивая, сразу провязываете их вместе вот так. Одной лицевой за передние стенки. И у вас получится наклон вправо. Я же разворачиваю эти 2 петли. Переснимаю их на правую спицу, вводя правую спицу сзади работы, слева направо, за заднюю стенку петли. Ввожу правую спицу, сзади работы, слева направо, за заднюю стенку петли. И переснимаю на правую спицу. Затем возвращаю эти 2 петли на левую спицу, вводя левую спицу
внутрь каждой петли. И только теперь провязываю эти 2 петли вместе одной лицевой за передние стенки с наклоном вправо. Далее у нас идет накид, лицевая, накид. Делаем накид, лицевая, делаем еще один накид. 2 петли вместе с наклоном влево. При классическом способе вязания вы сначала должны развернуть эти 2 петли. Как разворачивать петли, я уже показала. А затем провязать их 2 петли вместе за задние стенки. Я же не разворачиваю эти петли при бабушкином способе вязания, а сразу провязываю 2 петли вместе одной лицевой за задние стенки. Ввожу правую спицу внутрь этих петель и провязываю их 2 петли вместе одной лицевой за задние стенки с наклоном влево. Далее идут 5 лицевых петель. Провязываем 5 лицевых петель. Переснимаем маркер, которым мы отделили раппорт. Первый раппорт отделенный маркером. Вот он. Это петли симметрии здесь. Мы тоже их выделили маркером. Далее провязываем второй раппорт узора. 2 петли вместе с наклоном вправо. Разворачиваем 2 петли, переснимаем для этого их на правую спицу за заднюю стенку петли, возвращаем на левую спицу и теперь провязываем 2 петли вместе одной лицевой за передние стенки. Если вы вяжете классическим способом вязания, вы сначала должны... Нет, извиняюсь, вы ничего не должны разворачивать, вы сразу провязываете 2 петли вместе одной лицевой за передние стенки. Далее идет накид. Лицевая, накид, лицевая, накид. 2 петли вместе одной лицевой с наклоном влево. Провязываем 2 петли вместе одной лицевой за задние стенки. При классическом способе вязания эти 2 петли вы сначала должны развернуть, а потом также провязать 2 петли вместе одной лицевой за задние стенки с наклоном влево. Далее 5 лицевых петель. Провязываем 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали второй раппорт узора. Переснимаем маркер. У меня всего в образце 2 раппорта узора. Вот они. Первый и второй. Вы же провязываете столько раппортов, сколько вы набрали, отделяя их маркерами. После последнего раппорта, пересняв маркер, вы провязываете 9 петель симметрии в конце ряда. Друзья, далее самостоятельно довяжите 9 петель симметрии в конце 5-го ряда. Это 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые петли и кромочная петля изнаночная бабушкина. Разворачивайте работу на изнаночную сторону и вяжете 6-й изнаночный ряд слева направо по рисунку 5-го ряда. Получается, что вы вяжете 6-й изнаночный ряд всеми изнаночными петлями. Накиды провязываете изнаночной петлей. Довязываете раппорт узора вверх по вязанию до 16-го ряда включительно. И далее повторяете раппорт узора, опять же с 1 по 16 ряд. Надеюсь, узор вам понравился. Всем все понятно, как вязать по этой схеме. Если понравился узор, поставьте лайк, напишите комментарии, подпишитесь, кто еще не подписался. А я всем желаю хорошего настроения. Вяжите с удовольствием. Пока-пока.